Все люди пахнут по-разному. И мы сейчас не говорим о парфюмерных предпочтениях. Речь о запахе тела. Изначально чистая кожа здорового человека пахнет приятно. Однако существует целый ряд факторов, из-за которых естественный запах тела становится отталкивающим. Опустим вопросы общей гигиены. В наше время это даже не обсуждается, и поговорим о глубинных причинах этой проблемы. Чаще всего изменение запаха тела сигнализирует о том, что следует обратить внимание на здоровье. Перед тем, как начнем видеоролик, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 96% зрителей. Прошу у тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка подписаться превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Мало кто обращается к врачу, просто почувствовав, что его тело стало пахнуть по-другому или неприятно. А между тем, для многих серьезных заболеваний изменение запаха тела – один из ранних симптомов. Если не пропустить сигнал, который тело посылает изменением запаха, диагностика может быть проще, а лечение более успешным. Дело в том, что когда мы болеем, изменяются привычные биохимические процессы в организме, что может привести к образованию новых летучих частиц. Частицы эти могут переноситься в легкие и выделяться при выдохе или выходить из организма с потом и мочой и влиять на запах нашего тела. Уже сегодня исследования подтверждают, что определенные маркеры могут влиять на запах тела при раке легких, диабете, раке молочной железы, меланоме, но пока нет возможности максимально точно расшифровать эти сигналы. Зато врачи уже научились диагностировать по запаху другие опасные заболевания, в том числе потенциально смертельные. О чем может свидетельствовать вдруг изменившийся привычный запах тела? Заболевания желудочно-кишечного тракта. Это могут быть проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, колит, кишечный дисбиоз, запоры, которые часто добавляют к запаху тела оттенок сероводорода, либо гастрит, который к тому же чреват еще неприятным запахом изо рта. Сахарный диабет. Запах этой болезни является диагностическим признаком для медиков. Если организм не может получить доступ к глюкозе, он начинает использовать для выработки энергии жир, развивается кетоз, который практически всегда сопровождается характерным запахом изо рта – запах ацетона. Его появление может быть крайне тревожным признаком, связанным с критическим недостатком инсулина и требующим срочного медицинского вмешательства. Запах ацетона может появляться и при чрезмерном употреблении алкоголя или резком похудении, когда кетоновое тело возникает в результате быстрого сжигания собственных жиров, что ведет к отравлению организма. Во всем должна быть мера. Заболевание почек. Неприятный запах изо рта различной интенсивности встречаются у большинства людей с больными почками. Примером является хроническая почечная недостаточность, то есть повреждение органа, продолжающееся более 3 месяцев. Вначале клубочки подвергаются гипертрофии, а затем затвердыванию и фиброзу межклеточной ткани, что вызывает нарушение функции почек. По мере прогрессирования заболевания в крови накапливаются так называемые уремические токсины, в основном продукты белковой трансформации. Это отражается в повышении уровня креатинина, мочевины и мочевой кислоты в крови, которые отравляют весь организм. Можно говорить о 5 стадиях заболевания. В последней, конечной стадии заболевания почек, также называемой уремией, симптомы поражают большинство органов. Желудочно-кишечные расстройства появляются первыми – тошнота, рвота, постоянная икота, диарея или запор. В пищеварительном тракте развиваются воспалительные изменения, которые могут привести к хроническому кровотечению или кровоизлиянию. Мочевина, которая расщепляется бактериями в пищеварительном тракте, производит аммиак. Он и становится причиной специфического запаха изо рта. Рак легких.
Хорошая новость. Израильские специалисты представили устройство на нос, напоминающее алкотестер, который с точностью до 90% позволяет диагностировать рак легких. Прибор обнаруживает особый запах, выделяемый раковыми клетками. Отказ печени. Запах сырой рыбы, который проявляется у пота, мочи и дыхания, признак, что печень не справляется со своей работой и отравляющие вещества накапливаются в организме. Это признак того, что нужно как можно скорее обратиться к врачу. Как вернуть свой естественный приятный аромат тела? Во-первых, минимизируйте в рационе продукты, которые смещают RH организма в кислую сторону. Прежде всего, это красное мясо и кофе. Следует исключить сахар и все рафинированные углеводы. Откажитесь от молочных продуктов. Можно оставить кисломолочные продукты из козьего и овечьего молока, если у вас все в порядке с их индивидуальной переносимостью. Увеличьте потребление ягод и свежих овощей. Добавьте зелени, салат, шпинат, шавель, укроп, люцерна, петрушка, сельдерей, брокколи, брюссельская капуста. Также хорошим подспорьем будут морские водоросли и ростки пшеницы и ячменя. Такое питание справится с проблемами организма, ведущими к неприятному запаху, а также даст профилактический эффект и поможет всегда хорошо выглядеть и, что называется, цвести и пахнуть. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Натурально Полезно. До новых встреч!